Я приветствую подписчиков и гостей канала «Спицами и крючком». Если у вас еще нет модной в этом сезоне экологической авоськи, то теперь самое время ее связать. Тогда для покупок не надо будет пользоваться целлофановыми пакетиками и не загрязнять окружающую среду. Можно также использовать такую сетку в качестве сумочки, и за счет длинных ручек можно носить ее на плече. Здесь вы можете посмотреть очень подробный мастер-класс, как связать авоську крючком из любой пряжи. Я использовала хлопковую, но можно также вязать и из эластичной пряжи. Тогда в зависимости от веса вашей покупки авоська будет растягиваться. Если вам понравилась идея вязания сумки-сетки, то вяжите вместе со мной. Я провязала 11 рядов такой же вязкой, как мы вязали. И теперь у нас будет как бы сумка заканчиваться. То есть будет вязаться ее кайма. Я сейчас немножко нарушу рисунок, потому что мне нужно пройти вот в эти, как бы под эти столбики с накидом. Поэтому я просто делаю здесь 5 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5. И иду столбиками без накида под наши столбики с накидом, которые у нас были. Начинаю просто вязать столбики без накида. 2, 3, 4. Вот. Так немножко получилось здесь смешно, но ничего. Нам просто нужно было сюда пройти. И теперь делаю еще 2 столбика без накида под воздушные петли. Затем я делаю 5 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5. И иду опять 2 столбика без накида, делаю под те же самые воздушные петли. Раз и 2. Таким образом у нас получилось. И затем дальше делаю 4 столбика без накида под столбики с накидом предыдущего ряда. 2, 3 и 4. Такой уголок у нас получился здесь. Затем, прямо начиная отсюда, я начинаю делать по 3 столбика без накида под воздушные петли, под следующие воздушные петли я делаю. Раз, 2, 3 столбика. Затем сразу иду под следующие воздушные петли. Раз, 2, 3. И опять сразу под следующие воздушные петли. То есть так я делаю 3 раза. Раз, 2 и 3. Вот таким образом у нас получается это. Затем под следующие 4 пролета, как бы вот этих, я делаю по одному столбику без накида под каждый пролет. Раз,
2. Стараюсь попадать в серединку, так чтобы у нас это получилась середина. Воздушных петелек. 3 и 4. Немножко можно поправить, если они получились не в серединке, потому что это для последующей как бы ношения этой сетки будет важно, и как это будет выглядеть. Затем у нас осталось еще 3 пролета. И мы их делаем так же, как и первые 3 пролета, по 3 столбика без накида под каждый. 1, 2, 3. Раз, 2, 3. И 1, 2, 3. Таким образом я собираю эту сетку. Затем делаю 4 столбика без накида под 4 столбика с накидом предыдущего ряда. 3 и 4. И 2 столбика еще дополнительно под 5 воздушных петель. Как мы помним, мы уже делали в том уголке. Потом 5 воздушных петелек. 3, 4, 5. 2 столбика сюда под воздушные петли. И затем 4 столбика без накида под 4 столбика с накидом предыдущего ряда. Все, у нас уголочек таким образом готов. Вот он у нас получился такой вот. И я таким образом вяжу все 4 стороны. То есть по всем 4 сторонам я делаю одинаково. Это у нас будет первый ряд обвязки. Я уже прошлась по всем 4 сторонам. Вот. Я заканчиваю этот ряд. В конце у нас были как бы 2 раза по 5 воздушных петель. Я их просто беру вместе, чтобы у меня рисунок не сбивался. И вяжу туда 3 воздушные петельки. Можно взять только верхнюю, просто тогда будет как бы 2 подряд. Это тоже не страшно. Все, я пришла к концу ряда. И теперь я делаю 1 воздушную петлю для подъема. И вяжу просто в каждый из столбиков без накида, тоже столбики без накида. 1, 2, 3. Я продолжаю на уголок вязать столбики без накида. То есть у нас их будет всего 6, как бы на угол, потому что было 4 столбика плюс 2. Вот я провязала, и дальше под воздушные петли вяжу еще 2 столбика, так же как мы в прошлом ряду вязали,
5 воздушных петелек, 3, 4, 5, и опять под воздушные петли 2 столбика без накида. И дальше продолжаю вязать столбиками без накида всю следующую сторону, то есть все до следующего уголка. Вот таким образом вяжу просто столбики без накида до следующего уголка. И следующий уголок я вяжу таким же образом, как я этот провязала. Вот я провязала уже 3 стороны. Вот они таким образом выглядят. И продолжаю вязать 4-ю сторону. Вот у меня столбики без накида, просто столбик в столбик. Я довязала до начала ряда, делаю последний столбик и соединяю его, делаю последний столбик и затем соединяю с воздушной петелькой, которая у нас была в начале ряда. Все, я ряд закончила. Теперь начинаю следующий ряд, делаю воздушную петельку для подъема и начинаю вязать столбики без накида до уголка. Здесь их должно быть 8. Вот таким образом мы вяжем. Дохожу до последнего столбика, вяжу под воздушные петли, вяжу 3 столбика без накида, 3 столбика. Вот я дошла до серединки как бы, и здесь я начинаю вязать цепочку для того, чтобы нам сделать ручку. То есть я начинаю вязать просто цепочку воздушных петель.